Всем привет! Вы смотрите канал Custom Mod, и наконец наступил тот день, когда я буду тестировать все эти маленькие кулерочки, все эти мини-системы охлаждения, которые предназначены для охлаждения обычных домашних процессоров. То есть не каких-то там мобильных, не каких-то супер маленьких, там слабеньких, дохленьких, нет, самых обычных процессоров, которые могут стоять в вашем домашнем ПК. Итак, с чего мы начнем? Во-первых, я расскажу про эти все кулера. Это практически все кулера, которые вот есть в формате до 40 мм. Здесь у нас получается вот самый простой кулер, самый тонкий, полностью алюминиевый, никакой меди. И у него самый маленький вентилятор. После нее идет тоже полностью алюминиевый, китаец, но у него больше вентилятор. Дальше у нас идет категория, где у нас уже медное основание и алюминиевый радиатор. Вот, собственно, копия такой же, но у него медная подошва. Потом у нас идет брендовый Silverstone, очень тонкий, с медью тоже. После него тоже с медным основанием есть Thermaltake, очень тяжелый по весу. Как видим, необычная система охлаждения, алюминиевая, здесь такая турбина установлена. Теперь у нас идет категория с тепловыми трубками. Их может быть от одной и более. То есть вот самая простейшая система охлаждения от Zalman с одной тепловой трубкой, хотя довольно-таки большой. Также следующим после него идет Thermaltake, примерно такой же по весу, очень легкий на самом деле. Две тепловые трубки уже здесь. Дальше у нас идет китаец, у которого вентилятор примерно такой же, больше лопастей, он по весу тяжелее. И у него две тепловые трубки, которые напрямую будут соприкасаться с процессором. Также в этой категории у нас и Noctua, хотя она очень много весит, 400 с лишним грамм. Но здесь тоже две тепловые трубки. Дальше у нас идут, смотрите, уже такие более массивные системы охлаждения. Вот китайская фирма Jonsba и их кулер, смотрите, у нее аж 4 тепловые трубки. И большой вентилятор на 90 мм. И, собственно, еще одна система охлаждения, самая высокая, 40 мм, то есть даже вот Jonsba пониже. Здесь у нас внутри расположен вентилятор. Кажется, если вот так, 6 тепловых трубок, но на самом деле их 3. Итак, собственно, теперь давайте я расскажу, как же мы будем тестировать, что это вообще из себя будет представлять, что мы будем проверять. У меня есть лезвие, и я сейчас вблизи буду показывать каждый вам, а потом мы будем ставить и тестировать. Также у меня есть термопаста от Arctic. Я решил, что это будет идеальным решением, поскольку она будет одна для всех. Я создал таблицу и занес в нее все кулеры, которые мы будем сегодня тестировать, а также некоторые другие. В нее я перенес все характеристики с официальных сайтов, а также там есть ссылочка на эти самые официальные сайты для каждого кулера. И, возможно, вам это будет полезно и интересно. Ссылочка на таблицу есть в описании под этим видео. Что касается нашего тестового стенда, то это материнская плата Maximus 8 Gen на Z170 чипсете с обновленным BIOS, процессор i7-7700K, без разгона будет, частота в бусте 4600 Гц, 32 гигабайта оперативной памяти Trident Z, работающий на частоте 2400, Windows 10 на накопителе SSD M2 256 гигабайт, ADATA и блок питания SV450 от Corsair. Стресс-тест мы будем делать программой AIDA 64. При первом тестировании будем нагружать процессор до 50 Вт, а при втором до 80 Вт. Также для мониторинга мы будем использовать программу ALSOID 3 от Asus. Она очень удобна, сразу видна температура, обороты вентилятора, частота процессора, а также потребление процессора в ваттах. Также с помощью этой программы можно в 2 клика изменить скорость вращения вентиляторов с оптимальной на максимальную. Теперь давайте приступим непосредственно к тестированию всех этих мини-кулеров. Итак, на самом последнем, я даже не буду говорить какой-то номер, самое последнее место
я расположил кулер от GameMax. И хотя у меня была вначале какая-то вот надежда, что он будет чуть лучше, чем другие, потому что у него есть медный стержень, так скажем, медное основание, но нет, он показал самый худший результат. Итак, на своих очень, я скажу, немаленьких оборотах в 3600 он показал 72 градуса при нагрузке в 50 Вт. При этом выдавал шум 37 дБ. И когда я его включил на максимальные обороты, а это 4100, то он снизил показатель всего на 2 градуса. У нас получается 71 градус и шума примерно 40 дБ. Очень громкий, очень шумный, очень плохой. И, собственно, я вообще не рекомендую его к покупке. Переходим дальше. Следующий кулер у нас китайский, и он показал довольно-таки неплохие результаты при своих компактных размерах. Это практически та же копия нашего GameMax, только уже без медного основания. Полностью алюминиевый радиатор и маленький крошечный вентилятор. Итак, 2000 оборотов, 50 Вт нагрузки, что соответственно очень тихо, и 65 Вт. Если добавить максимальные обороты, а это 3500, и это меньше, чем у предшественника, мы получаем 39 шум, довольно-таки громко, и уже 60 градусов общая температура процессора. Также мне стало интересно, что если добавить больше мощности. Я включил 80 Вт нагрузки и получил неплохие результаты. 80 градусов на максимальных оборотах. Рекомендую к покупке именно на 45-ваттные процессоры и не больше. Девятое место, и здесь у нас очень интересный китайский ID-кулинговый вариант. И вы только посмотрите на эту простейшую конструкцию. Алюминиевый радиатор и сверху приколхожена 80-миллиметровая вертушка. Очень тонкая, кстати. Давайте посмотрим, на что он способен. Для начала тестируем его на 50 ваттах и получаем 64 градуса процессор, что в общем-то очень неплохо. И это при минимальном уровне шума в 20 дБ. Вообще не слышно. Обороты 1650. А вот если добавить обороты до 3300, а это максимальные его обороты, то мы получаем уже 60 градусов, но при этом, конечно, ужасный уровень шума в 39-40 дБ. И тут мне стало интересно, а что если 80 Вт? Врубаем и получаем 73 градуса при опять-таки своих максимальных оборотах и максимальном уровне шума, я бы так сказал, 40 дБ. В общем, неплохие результаты, но рекомендую его опять-таки к покупке на 45-ваттные процессоры. Но как ни крути, а без меди внутри, как говорится, никуда. Поэтому дальше у нас кулер уже с меди. Итак, кулер от именитого бренда Silverstone. И, собственно, давайте смотреть, на что он способен. Рассеивая 50 Вт тепла, он у нас показывает неплохие результаты. 67 градусов, что немного выше предшественника, 23 дБ, в общем-то тихо, 1900 обороты. А вот если включить обороты на максимум, а это 3550, мы уже получаем 61 градус и, собственно, адский уровень шума 39-40 дБ. Если же дать ему рассеять 80 Вт нагрузки, то, в общем-то, получаем уже каких-то там 79-80 градусов процессор и опять-таки большой шум. В общем, тоже рекомендую данный кулер к покупке на 45-ваттные процессоры. Итак, дальше у нас начинаются кулеры с медными трубками. Итак, Thermaltake Slim X3. Давайте посмотрим, на что способен этот довольно дешевый экземпляр. По-прежнему у нас нагрузка 50 Вт, и мы получаем 60 градусов. Очень тихо, 1000 оборотов, все вроде бы супер. Давайте включим его на максимальные обороты, они у нас примерно составляют 2500, и мы уже получаем 50 градусов, но при этом шум увеличился до 32 дБ.
Итак, на 80 ваттах у нас уже 70 градусов. 2000 оборотов, какие-то подвывания, примерно до 27 дБ, не очень приятные. Включаем на максимальные обороты и получаем 65 градусов. И 32 уровень шума. В общем, это довольно-таки неприятно, но учитывая его цену и то, что он смог остудить очень горячий камень 80 Вт, то в принципе можно рекомендовать его к покупке на 65-ваттные процессоры. А на шестом месте у нас представитель опять-таки китайского сообщества. ID Cooling, но у него уже две трубки и очень интересная конструкция. Итак, процессор у нас нагрелся до 50 Вт, и мы видим неплохие результаты. Абсолютная тишина, 20-22 дБ, 55 градусов и 1100 оборотов в минуту. Неплохо. На максимальных же оборотах температура снизилась еще на 5 градусов, но шум уже стал ужасно страшным, 39-40 дБ. Давайте посмотрим, что он из себя представляет на 80 ваттах. Итак, 80 Вт, и мы уже видим 2250 оборотов, при этом уровень шума составляет 28 дБ и 70 градусов температура процессора. И как показывают эти тесты, в общем-то в корпусе он не справится с охлаждением довольно горячего камушка типа i7-7700 или вот что-то в этом роде. Так что рекомендую его к покупке 45-ваттного или же 65-ваттного процессора, но не больше. На пятое место у нас попадает малюсенький крошечный кулер от Zalman. И в общем-то не за свои результаты он попадает на это место, а за свою крошечность и также за совместимость с AMD процессорами. Рассеивая 50 Вт нагрузки, он показывает потрясающие результаты. 57 градусов, абсолютная тишина, 1600 оборотов в минуту. Добавляем обороты на максимум, а это 2700, и получаем 53 градуса, а это в общем-то на 5 градусов меньше, чем в прошлый результат. Но шум у нас уже 31-32 дБ. Давайте протестируем его на процессоре с 80 ваттами. И здесь мы уже видим интересную картину. Обороты увеличились, 2400, температура 73 градуса и показатель шума 29-30 дБ. Как же удается такой маленькой крошечной системе охлаждения отводить такое большое количество тепла, спросите вы? А все дело, скорее всего, в его конструкции, в том, что у основания есть одна, но очень длинная медная трубка, и вентилятор утоплен в ребра. На следующем четвертом месте у нас не менее интересный экземпляр. Чуть больше размер, чем у Zalman, Thermaltake Engine 27. Вы посмотрите на его конструкцию, на его дизайн, он же ведь не похож ни на какие другие. Только за это можно его расположить на четвертом месте, но у него еще и прекрасные показатели. Рассеивая 50 Вт тепла, он показывает отличный результат, 48 градусов. Абсолютная практически тишина, 3200 оборотов. Ого, скажете вы, но ведь это турбина, и поэтому для турбины это нормальные обороты. 23 дБ это вроде бы тихо, однако кулер издает такое легкое шуршание. Итак, добавляем обороты на максимум, а это 5100, и получаем... И что мы получаем? А ничего мы не получаем, кроме шума. На самом деле температура упала всего на 1-2 градуса. Итак, 80 градусов нагрузки и 70 градусов. А обороты-то те же, 3200, и шум не поменялся. Но вот если включить на максимальные обороты, то температура упадет уже до 66 градусов, а это всего на 4 градуса меньше. Уровень шума же при этом составляет 35 дБ, причем наше шуршание уже превращается в какой-то свист, что ли. И как бы там инженеры ни старались, но покупать данную систему охлаждения для процессора, у которого ТДП составит более 65 Вт, я бы все-таки не рекомендовал.
И вот смотрите, очень необычная конструкция следующего кулера, который у нас на третьем месте. Это японский кулер Казути. Посмотрите, где вентилятор? А вентилятор у нас внутри 80 мм. И мне с самого начала было очень интересно, насколько же он эффективный. Итак, 50 Вт, и мы видим 50 градусов. Абсолютная тишина. Добавляем обороты на максимум, а это 3200. И вот уже не тихо, 37 дБ. Температура упала всего на 4 градуса. Давайте посмотрим, как он будет рассеивать 80 Вт. Итак, температура 65 градусов. 25 дБ. Обороты поднялись до 2000. Добавим максимальные обороты и получаем 60 градусов. В общем-то, можно сказать, что данный кулер неплохо справляется с охлаждением 80 Вт. И я бы рекомендовал его к покупке более мощных процессоров, такие как i7-7700 или 6700. И вот у нас второе место, и на нем очень красивый, как на мой взгляд, кулер. Особенно если у вас будет открытый проект. Итак, кулер Jonsba HP400. Это довольно дешевый кулер с 4 медными трубками для отвода тепла. И он показал неплохие результаты, за что и помещен на второе место. Итак, 50 Вт и, собственно, полная тишина 52 градуса. Максимальные обороты 3000. И вот уже довольно-таки шумно, 42 дБ. Он бьет все рекорды шума. И мы видим 45 градусов. Но 50 Вт для такого гиганта это, конечно, ни о чем. Поэтому сразу переходим к тестированию на 80 Вт. И здесь мы уже получаем интересные результаты. 65 градусов температура процессора и тишина 22 дБ. Включаем максимальные обороты. Конечно, уровень шума уже адский, но при этом 55 градусов. Неплохо так скинул сразу 10 градусов. В общем-то, этот кулер можно рекомендовать смело к покупке тем, у кого не очень много денег и мощный процессор. Хотя это как-то нелогично. Но, тем не менее. Ладно, переходим к следующему, первому месту. И, конечно, на первом месте у нас Noctua L9i. Как тут по-другому? Но смотрите сами, результаты налицо. Итак, 50 Вт нагрузки. Итак, мы видим результат 52 градуса. При этом обороты составили всего 700. Он даже не поднял обороты. Ладно, давайте сразу 80. И обороты, конечно, несколько увеличились. 1300. При этом уровень шума, в общем-то, не вырос. И температура у нас те же 62 градуса, как и у Jonsba. Так почему же Jonsba не на первом месте, скажете вы? А все дело в том, что на максимальных оборотах данный кулер выдает лучшие результаты. При этом не так сильно шумит, как Jonsba. Его максимальные обороты всего 2400, иногда 2500. И при этом уровень шума всего 35 дБ. Так что этот кулер может охлаждать несколько лучше. Итак, видно, что инженеры из Noctua потрудились на славу и сделали потрясающий кулер, который можно смело рекомендовать к охлаждению довольно горячих процессоров, ТДП которых составляет более 80 Вт. Итак, я сделал несколько таблиц, в которых видны результаты наших тестов. И, собственно, все данные кулеры могут справиться с охлаждением 45-ваттных процессоров. И это, в общем-то, понятно. Есть те, которые справляются с 65-ваттными. И 3 последних, которые мы тестировали, могут справиться с охлаждением даже 80-ваттных и более процессоров. Но тут уже следует учитывать, в каком корпусе все это будет. Также я сделал таблицу, в которой видны графики температур, и, собственно, можно подобрать под себя тот или иной кулер, учитывая фактор шума. Итак, ребят, заключение. Я потратил какое-то время, а если точно, наверное, около 3 дней на то, чтобы подготовиться, протестировать, и еще потрачу на монтаж. И, собственно, мне не жалко этого времени для вас и, собственно, для себя, потому что я многое узнал для себя. Теперь я знаю, что представляет из себя тот или иной кулер. И, надеюсь, эта информация поможет кому-то из вас, когда вы будете собирать свой мини-ПК. Не забывайте подписываться на наш канал, на наши странички ВКонтакте, в Фейсбуке,
Также заходите и читайте, что мы пишем на СФФ форуме. Также я жду от вас каких-то комментариев по поводу всех вот этих кулеров и каких-то, может быть, других, что вы думаете о них и вообще о мини-ПК. Также я вас всех приглашаю на наш второй канал, который у нас тоже есть на YouTube. И, собственно, там какое-то время назад вышел уже ролик, где мы взяли несколько кулеров из этих и помиксовали. Взяли какие-то другие вентиляторы, приколхозили, посмотрели, что по охлаждению, как оно. Собственно, информация есть и в таблице, которую мы сделали, и информация есть в том ролике. Будет ссылочка в конце этого ролика, вы можете сразу перейти и посмотреть, и также есть в описании. Конечно, заходите, смотрите и, собственно, подписывайтесь на наш второй канал. Он тоже живет, там тоже выходят какие-то ролики, и причем чаще, чем на первом. Собственно, всем огромное спасибо за то, что вы досмотрели до этого момента, и я надеюсь, я вас не утомил. Всем пока!